Значит, Балтийский Глинт, Глинт – это уступ. Он имеет две ступени – Малый Глинт и Большой Глинт. Малый Глинт проходит по южному берегу Финского залива и частично затрагивает Ладожское озеро. Он невысокий, 10, 15, 20 метров в максимальных значениях, а в основном даже меньше того. Современное Петерговское шоссе – это и есть все наши вот это вот Сосновая Поляна, значит, Володарская, Стрельна, Петергоф, Ломоносов, все вот эти дворцовые ансамбли, они все стоят на Малом Глинте. Вот в Петергофе большой каскад фонтанный, да, вот это где Самсон, это вот эта горка, да. Вот, это и есть Малый Глинт, чтобы были понимания, что это такое. А Большой Глинт, он проходит более материковый, в материк на несколько десятков километров. На нем стоят Красное Село, Копорье, Гостилицы на нем стоят, Старая Ладога на нем стоит. Он тянется от Таллина и до устья Свири, Большой Глинт. При этом от Таллина до Кургаловского полуострова, это современная граница России и Эстонии, вот на этом участке там, по Большому Глинту проходит как раз береговая граница Балтийского моря. Вот. А начиная с Кургаловского полуострова, береговая линия проходит сейчас совершенно в другом месте. Малый и Большой Глинт, они оказались уже на материке. То есть вот эта локация, начиная с Кургаловского полуострова и до Ладоги, это вот та шишка, которую вспучило и подняло. И вот эти вот два Глинта, Большой и Малый, они как раз вот показывают те же самые тектонические изменения, которые в форме вздутий, которые показывают в форме разломов гранитного плато по северному берегу на скандинавском щите. Если мы возьмем Староладожский канал, который спроектирован и начал копаться еще при Петре I, а закончен в 30-х годах XVIII века, его выкопали под одни технические условия. Но в результате того, что продолжалось поднятие вот этого участка суши, как мы сейчас понимаем, это Малый Глинт, вот, Староладожский канал, он стал проблемным. И на протяжении нескольких десятилетий шла серьезная борьба для того, чтобы его эксплуатировать. Для начала первым делом было смещено место начала канала вверх по течению Волхова на несколько километров. Но, как выяснилось, это не помогло, потому что там перепад буквально там 2-3, максимум 5 сантиметров, то есть это погода не сделала. Следующее, что было сделано, это было запитаны речки, которые пересекали этот канал. Значит, они были сделаны системой водохранилищ, которые поддерживали уровень воды в засушливый летний период, потому что летом Ладога проседает, примерно на 20-30 сантиметров уровень воды падает. Следующее, что было сделано, было зашлюзовано, поставлено два шлюза. Один в Волхове, другой на входе и на выходе. Два шлюза. Не помогло. Потом в среднем течении поставили еще несколько шлюзов. Тоже, и уже начали питать от этих рек. Какое-то время это работало. Потом и это перестало работать. И на последнем этапе, уже когда отчаяние уже не знали, что делать, просто-напросто были поставлены насосы на паровых двигателях, которые качали воду в этот канал. Значит, это один из таких насосов до сих пор еще частично разломанный, сохранился в устье Волхова, стоит в начале там. Вот, примерно в 30-е годы XIX века поднятие этого участка суши Малого Глинта закончилось. И когда время наблюдения подтвердило, что уже все, никаких подъемов больше не существует, они все быстренько в течение за 5 лет выкопали Новоладожский канал параллельно Староладожскому. На сегодняшний день перепад уровня воды между Староладожским каналом и Новоладожским каналом составляет 2 метра 10 сантиметров. При этом разница истока и выхода каналов 60 сантиметров. То есть они берут свое начало в Волхове и впадают в устье Невы.
Вот 60 сантиметров на этом отрезке, а там порядка 150 километров протяженности. Вот 60 сантиметров перепад. Сегодня Новоладожский канал прекрасно функционирует, его периодически чистят, он работает. А Староладожский канал, он все это, в среднем течении он полностью обсох. А в крайних движениях, да, там еще какая-то вода сохраняется, лягушатник. Вот. Что касается катастрофического события, которое было глобальным, планетарным, оно погубило прошлую цивилизацию. Сейчас мы ее называем античностью. Это высокоразвитая цивилизация, вся прошлая ойкумена тогда погибла. После вот этой катастрофы она сподвигла начало движения тектонических плит, в том числе вот русской платформы и скандинавского щита. И когда две плиты вот пришли в движение, вот, они быстро не остановятся, такие массы. Чтобы их остановиться, вот этим процессом, потребовалось несколько сотен лет, как мы сейчас понимаем. Вот, закончились эти процессы в Балтийском регионе, как я уже сказал, в 30-е годы 19 века. Если мы возьмем Черноморский регион, это 80-е годы 19 века, то есть примерно 50 лет позже. Так вот, после вот этого основного катастрофического события произошло два других события, как минимум два, может быть их было больше, но два это точно отслеживается по вот этим разломам гранитов и по поднятиям Балтийского щита, Балтийского глинта. Значит, первый авторшок, он был большой, это большой глинт выполз. И спустя какое-то время был менее сильный авторшок, это когда образовался малый глинт. Их датировать можно достаточно легко, потому что на большом глинте стоит крепость Копорья, Кингисепп, Красносельская, там, то есть вот это очень, очень показательно. Особенно крепость Копорья. Дело в том, что она на сегодняшний день находится далеко от берега и на высоте более 100 метров от уровня воды. И есть датировка основания этой крепости. Ну, основание неправильно сказать. Дело в том, что кто и когда ее построил, неизвестно. Известно только, когда немцы там построили свою кирху. Вот. Логично предположить, что после катастрофы эта крепость потеряла свою значимость, потому что кому она нужна в глубине материка, там ни дорог, ничего не осталось. Да? То есть все крепости стоят по берегам акватории. Это и таможни, это и, значит, логистика, ну, всегда там, то есть там и где переночевать, и где товары, и ярмарки, обмен товаров, там все что угодно, да, то есть, вот. А в поле, кому она нужна в поле? Кто ее будет завоевывать? Ну, поставьте крепость в поле, кому она нужна? Да никому. Какой от нее толк? Вот. А сейчас она находится в глубине материка. Вот, соответственно, и она была заброшена, немцы просто подошли и забрали как бесхозную. Русским она не нужна, а немцам понадобилась. Это, значит, период Батыя, это период малолетнего Александра Невского. С этим же связана и история с Новгородом, когда Батый пришел на Новгород, не дошел 100 километров, развернул войска, быстренько убежал. Это же, тогда же и ливонцы пришли своим войском, значит, не дошли 100 километров до Новгорода, развернулись и убежали, но при этом основали кирху Копорья. Это все одно время. Вот тогда и произошло вот это вот катастрофическое событие, в результате которого поднялся Балтийский большой глинт. И тогда примерно на 8 километров вот эта Копорья отползла, вернее, не Копорья отползла, а вода отползла от крепости Копорья примерно на 8-10 километров. Это первое событие. Второе событие произошло примерно через 150 лет. Источники указывают летописные две даты. Первая дата это 1497 год, вторая дата это 1540 год, это по шведским хроникам. Однако, если мы возьмем среднеевропейские хроники, то эти даты немножко будут отличаться в пределах 2 лет. То есть основные события, описанные среднеевропейскими хрониками, они дают не 1540 год, а 1538 год. Но тут ошибка в 2 года запросто может быть ошибкой календаря, потому что как раз в это время происходила смена с юлианского на григорианский календарь. Вот. Она не была единомоментной, в разных странах этот процесс был длительный, растянутый на столетия. И, возможно, эти хроники где-то как-то, они же тоже тогда переписывались, они же тоже не подлинные, они все переписанные.
как и наши летописи. И у них то же самое все. И точно так же монахи их писали. Поэтому вот эта потеря 2 лет, она где-то запросто могла произойти. То есть это одно событие. И Малый Глинт, он, вот это его поднятие, оно было медленно задухающим. Как я сказал, в районе Петербурга оно закончилось в самом начале, ну, в первой трети XIX века. По моим расчетам, это где-то конец 20-х, начало 30-х годов XIX века. Это когда вот было принято решение о копке Новоладожского канала. То же самое, этот же факт мы подтверждаем по так называемому ординару. Это уровень воды, который взят за нулевую отметку. Значит, есть метка, которая со времен Петра I, которая у нас в Кронштадте находится, да, она на сегодняшний день получается на 1 метр выше, чем по факту мы имеем сейчас. Но объяснение это следующее. Дело в том, что в регионе Санкт-Петербурга есть 2 розы ветров. Они сезонные, летняя и зимняя. Ну, зимняя условно, потому что она начинается в середине августа и заканчивается где-то вот в мае. А где-то с конца мая и до середины августа преобладает другая группа ветров, розы ветров, преимущественно восточного или северо-восточного направления. А все остальное время дует или западный, или юго-западный ветер. За счет этого уровень воды в Финском заливе, он колеблется. Если мы взять период июнь, июль и первую половину августа, это в среднем на полметра, на полметра ниже, чем в остальной период. Это мы даже когда не берем, когда идет нагонная волна с Балтики. Когда идет нагонная волна, он поднимается еще выше, этот уровень. Так вот, этот вот ординар, который сейчас принят за нулевую отметку, вот, это та стадия, это зимний вариант уровня воды в Финском заливе, зимний. Летом вода примерно на полметра ниже, а в засушливые годы, как, например, было лето 2021 года, прошлое лето, то там на метр разница была. Вода уходила. Владимир, но наверняка ведь остались и какие-то летописные события того, что происходило в это время. Ой, летописные. Как раз летописными событиями все очень плохо, их вообще нету. Летописные события у нас есть по другим регионам, либо они позднего характера. Да? Если мы возьмем летописные, то это будет не летописи, это уже будет беллетристика или документалистика. Это начиная с периода там, Ивана III, Ивана IV и так далее. Да? Вот. Очень хороший материал есть по временам вот именно этих, кого я сказал, Иван III, Иван IV, потому что они как раз эти территории присоединили, они присоединили Новгород, а это все относилось к Новгородской республике, все эти территории относились. А здесь было сплошное язычество. И они боролись с язычеством. И есть несколько документов, они сохранились, о том, как именно боролись на этих территориях с язычниками. Эти документы есть. Вот. Других документов непосредственно по локации современного Санкт-Петербурга никаких не существует. Никаких. А что касается катастрофизма, то они действительно описаны в повести временных лет и описаны в первой новгородской летописи. Если мы возьмем первую новгородскую летопись, это компиляция на основе нескольких летописей, в том числе базисом у которых является так называемая владычная летопись. Вот. Если мы возьмем повесть временных лет, где описываются катастрофические события, вот, это компиляция, опять же, из нескольких летописей. При этом, вот с моей точки зрения, достоверности как таковой меньше всего надо ждать от повести временных лет, потому что там вообще ничего не сходится, понимаете? Если мы возьмем повесть временных лет, мы будем читать город Псков. А дело в том, что если мы возьмем карты, любые карты, то город Псков появляется только в начале, на рубеже 17-18 века. То есть еще в начале 18 века, во времена Петра I, на картах была двойная подпись Плесков и Псков. А на всех картах ранее был только Плесков. Как у нас может появиться в летописи, в повести временных лет, которую начал писать якобы еще Нестор, Псков, откуда он мог взяться, который появится только в начале 18 века?
Дальше, если мы будем читать «Повесть современных лет», мы будем читать месяцы май, июнь, то есть все латинские названия. Но у нас же тогда было другое летоисчисление. У нас до реформы Петра I было все месяцы в году назывались по-другому. У нас была неделя не 7 дней, а 9 дней. У нас было в сутках другое количество часов. То есть все было, у нас был месяц не 30 дней, а 40 дней, 40-41 день. У нас все было, календарь был другой. Ну вот. А если мы возьмем «Повесть современных лет», там именно вот то, что вот в том варианте, как мы сейчас привыкли. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот эта «Повесть современных лет» написана уже не ранее 18 века. А какие события ты видишь там описаны? Там описано несколько событий, но они, значит, там землетрясения. Они и во Владимире описаны, и в Киеве описаны, и в Новгороде описаны. Но я склоняюсь к тому, что вот эта часть «Повести временных лет», которая касается непосредственно землетрясений, скорее всего, она просто списана с новгородской владычной летописи. Потому что там все как под копирку, только изменено место. Хорошо, а новгородская вот эта летопись, которую ты сказала, она-то какую локацию описывает? Она описывает Новгород, Новгородскую республику. Новгородскую республику. Она, кстати, в ней Плесков Плесковым называется, там никакого Пскова нету. То есть там все по-честному, там датировки реальные, вот, названия реальные. Там. Она тоже, дело в том, что у вот этой новгородской летописи у нее тоже нет исходника, его не существует. Вот эта так называемая владычная летопись, она существует в 4 вариантах. Вот. Какой из них считается наиболее древним и первым, сейчас вот историки спорят, и консенсуса у них нет. Вот полгода назад, в сентябре 2021 года, в Новгороде прошла научная конференция. Она ежегодная, каждый год проходит. И один из докладов был как раз по вот этой теме, по владычной летописи. То есть там все очень мутно. Датировка, вот одна из форм датировок, вот этой вот, одной из 4 версий вот этой владычной летописи, ну, условно сейчас ее правильно называть первой летописью, потому что она как бы базисная, она в себя собрала все, что есть. Вот. То вот, например, житие Александра Невского, да, о котором мы знаем, вот, Ледовое побоище, да, вот, там, Невская битва, да, оно вписано в эту летопись, опять же, на этой вот дискуссионной площадке, вот, на этом, историки спорили. Одни говорят, что это середина XIV века, другие говорят, что это рубеж XIV-XV века. То есть до вот этого момента об Александре Невском никто ничего не знает. Вообще, от слова совсем. Это примерно 100 или 150 лет после его смерти. Может такое быть? Нет, не может. Или, скажем так, степень вероятности близка к нулю. Но если мы возьмем новую хронологию Фоменко, то там получается, что времена Ивана Грозного, Александра Невского, это как раз 100-150 лет позже от тех событий, которые приписывают по официальной истории. Тогда все, он умер, и тут же про него написали. Житие Александра Невского. Тогда все сходится, прямо в яблочко попадает. Там вообще мы очень много узнаем. Например, если мы возьмем, чем она хороша, вот эта новгородская летопись, что она сохранила все старые, в отличие от повести временных лет, она сохранила в максимальном значении старую стилистику и старые слова. Например, мы узнаем, что у нас на территории Руси, ну или как минимум, правильно сказать, Новгородской республики, не было церквей как таковых, как минимум до середины XIV века. Слово «церковь» просто в природе не существовало. Слово «церковь» появляется только как минимум с середины XIV века или позже. Опять же, как датировать вот эту летопись? Потому что одни датируют ее середины XIV века, вот это, ну, последние правки, либо рубежом XIV-XV века. А до этого были только божницы. Везде божницы, и вдруг появляется, в какой-то момент появляется слово «церковь». Церковь — это не русское слово, греческое, циркус, циркуль. А до этого были божницы. Божницы понятно, что такое. А почему божницы? Потому что поклонялись кому? Богу. Ну, а сейчас кому в современной церкви поклоняются? Не Богу, а Сыну Божьему. У нас все церкви кому? Иисус Христу. Он же не Бог, Он и Сын Божий. Ну, вот.
А тогда были именно божницы. То есть уже тогда, вот тогда нужно понимать, что у нас пришло на Русь христианство, как минимум на территории Новгородской республики. Потому что Новгородская республика, она была большая, это вся Балтика и до Устья-Оби она тянулась. Вот. Весь Пермский край, Коми, это все была Новгородская республика. Вот. Там очень много вещей таких вот. Если вот этими вопросами заниматься, то там все становится понятным. Там, это не то, что мы принято думать. Но Новгородская тоже катастрофа? Да, там все те же самые землетрясения, которые в повести временных лет. Только они приписаны Новгороду, а повесть временных лет их приписывает Киеву. Вот и вся разница. Точно так же, если мы возьмем новгородскую летопись, Вещий Олег, да, по новгородской летописи он не был князем, он был воеводой. Он был воеводом. И регентом при малолетнем Игоре. Вот. И Вещий Олег. И змея его укусила. Значит, он был князем, был воеводой новгородским, жил в Ладоге, змея его укусила в Ладоге по дороге за море. Это дословно цитата. А если мы возьмем повесть временных лет, которая, как киевская летопись, условно, да, то по ней князь Олег был князем, значит, жил в Киеве, вот, змея его укусила в Киеве, и похоронен он в Киеве на горе Шиковице. Сегодня у нас существует две могилы официальные Олега. Одна в Киеве, другая в Старой Ладоге. И там возят школьников, показывают эту могилу. То есть две официальные могилы. Может такое быть? Не может. Вещий Олег. Вот Олег, да, который Вещий. Скажи, пожалуйста, Владимир, а не с ним ли связана очень странная и крайне непроверенная история, что якобы немцы во время войны очень интересовались неким курганом некого Олега вот в этих местах? Или ты не слышал такой истории? Ой, не знаю, не могу сказать. Ладно, хорошо. А что поконкретнее в новгородской летописи пишется вообще про землетрясения и события с этим связаны? Там следующее, там описывается поход Батыя. Значит, Батый зимой это было, у другого времени, только зимой. Вот. Нас же уверяют, что зимы были лютые, снега по пояс, на маленьких лошадках, кривоногие там с этими. Вот. Он зимой пошел, он всю Русь разграбил, да, и последним его, значит, пунктом должен был бы стать Новгород. Перед этим он взял Торжок, и вот уже из Торжка он двинулся на Новгород. Он не дошел, по одним данным 200 километров, по другим данным 100 километров не дошел, резко развернулся, все бросил и убежал. Вот. Через 2 года немцы туда же приходят в Новгород, точно так же. Вот. Все обошли там, то же самое, не дошли 100 километров до Новгорода, резко развернулись и убежали. Какая причинно-следственная связь вот этого события? Никто ничего не объясняет. Ну, вот, вплоть до того, что там, ну, по официальной версии, там рассказывают, что типа, значит, снег начал таять, распутиться, да, значит, поэтому Батый не пошел на Новгород, да, но при этом он убежал в Донские степи, аж представляешь, куда убежал? Ну, вот, убежать в Донские степи ему распутиться не помогла, да. Вторая, значит, версия, ну, пытаются объяснить из официальных версий, что якобы, значит, у него закончилось продовольствие. Но он перед этим ограбил Торжок, это крупнейший торговый центр, да, был. И куда он двигался? На Новгород, еще в столицу республики. Уж там-то и фураж был, и еда была, все, что хочешь. Главное дойти, 100 километров осталось дойти. И там и накормите. То есть эта версия тоже не работает. Третья версия, что не было дорог. Якобы ходили только там вдоль русел рек, а там началось половодье, там рек. Это тоже неправда, потому что дороги были, и на сегодняшний день существует как минимум 3 дороги из Торжка в Новгород, документированные по состоянию на 13 век, на Батый. Вот. То есть это все не работает. А если мы предположим, что, как у любого военачальника, у него перед колонной основных войск всегда есть какой-то головной дозор, разведчики, которые идут, условно говоря, на 100 километров вперед, чем основное войско. И если они, допустим, ушли до Новгорода, и они видят, что Волхов потек вспять, а там в новгородской летописи дословно написано, что Волхов потек вспять. Вот. Если мы это начнем анализировать, что какое-то катастрофическое событие, они посмотрели, что город разрушен,
люди разбежались, может быть, погибли, все. А скорее всего, если даже кто-то и выжил, там, ну, может быть, там холера какая-то, ну, трупы, да, все это, там же не только люди погибли, там животные, сколько там же скот держали, дикие звери, там, могильники могли размыть, там, все что угодно. Да, вот. То есть любая зараза могла быть. Естественно, любой нормальный человек, а он военачальник, отвечает за свое войско, чтобы его сохранить, да, вот. Естественно, он развернул войска и как черт от ладана оттуда сбежал, да подальше, аж до самого Дона. Да, тогда все понятно, все накладывается. И то же самое немцы, они тоже не были дурачками. Тоже пришли, увидели, быстренько оттуда сбежали.